Друзья, у нас сегодня немножко национальный рецепт. Рецепт вяленой колбасы из конины. Да? Кто-то ее называет козы, кто-то ее называет козылык, кто-то чужук. Я в этом не очень разбираюсь, честно скажу. Потому что у каждого народа есть определенные тонкости приготовления и определенные, скажем так, общепринятые формы подачи. Да? Я хочу что сделать? Хочу сделать такую колбасу, которую меня угощали в Казани на Казанском мясокомбинате. Я уж не помню, сколько лет назад, 15, может быть, лет назад. Значит, там смысл какой? Смысл простой. Хорошее мясо, конина, чеснок и перец. Все. Больше ничего лишнего. Вот. Мне попалась хорошая конина. Люди из Санкт-Петербурга, есть тут откормочное специальное хозяйство, обалденное. Если кому-то интересно, я потом напишу. Вот. Сделаем хорошую конскую колбасу вяленую. Она вкусная, она обалденная. Мы делали уже из верблюда, мы делали уже из оленя колбасу. Но вот теперь конина. Что мне нравится в конине? Она выводит... скажем так, она более полезна, чем говядина. Она выводит из организма радионуклиды, это факт подтвержденный. И мне нравится сам вкус. И там очень много белка, креатина и, в общем, много полезных веществ. Ничего лишнего я добавлять не буду, только чеснок, перец, нитритную соль. Да, я же вялю все-таки, да. Набью это все в говяжьи круга, такие вот диаметром где-то 50-60 миллиметров при набивке. И повешу вялить. Вялить повешу в нашей климатической камере, самодельной, да. Как ее сделать, смотрите на нашем канале. Подписывайтесь на наш канал, да, потому что там масса информации, которая узкая информация, так скажем. Меня угощили колбасой, в которой был крупный рисуночек. То есть ножом нарезалось длинные полоски мяса, и потом они набивались в оболочку, и потом это все вялилось. Можно сделать на мясорубке с подрезной решеточкой, да, такая в форме Мерседеса. Тоже можно. Давайте сделаем по классике. Я распущу мясо вот на такие вот длинные полосочки. Такие вот, да. Здесь еще в чем нюанс? Режут на полоски обычно... знаете как, видимо, это все-таки годами сложилось. Конский жир, он легкоплавкий. И если его распускать на мясорубке, то, скорее всего, он перетрется. Как масло такое, да, будет вытекать. Поэтому именно ножичком, именно аккуратненько нарезаем спокойно и набиваем. Уже пахнет настоящим козы, который вот я кушал. Смотрите, хотел еще отметить. Видите, цвет изменился, да? Мясо было красным, а сейчас из-за нитрита натрия оно стало немножко таким бурым, да, буро-серым. Это как раз работа нитрита натрия. При плюсовой температуре нитрит натрия реагирует с миоглобином мяса, и чем больше этого миоглобина, тем темнее цвет, да? Вот так получается. Так что так. Дальше мы набиваем все это дело в говяжьи круга, 60-го калибра примерно. И после увяливания это где-то будет 40-45, может быть в районе 50 миллиметров в готовом виде, вяленом, да. Почему круга? Почему круга, да, говяжья оболочка круга так называется. Мне нравится сам калибр и рисунок у кусочков крупный, да, у самой колбасы крупный. И на крупном калибре хорошо смотрится крупный рисунок, да, не такими прям волнами непонятными, да, из-за крупных кусочков, а хорошо будет смотреться. То есть чем крупнее рисунок у фарша, тем крупнее должен быть калибр. Это классика, да, как правила такие, каноны. Так что так.
Про оболочки, да, хотелось немножко заострить внимание. Здесь говяжьи круга, да. Ну, обычно вот я вижу, что в классическом исполнении, в то, что я видел в городе Казань, это коллагеновая оболочка, 40-я, 50-я калибром. Коллагеновая, белковая, да. Варианты еще какие? Варианты, синюга баранья, айцел, да. Айцел, наша полимерная оболочка для сыровяления. Масса вариантов, лишь бы был бы калибр где-то от 40 до 60. Вот. И такие длинные палочки, обычно они, знаете, прям узелком завязаны, совсем аутентично, так еще можно сказать. Вот. Ну, в нашем варианте говяжьи круга, они отлично, скажем так, прилегают, склеиваются, адгезируют с мясом и равномерно усыхают вместе с мясом. Вот это цель, да? Чтобы не было пузырей воздушных, карманчиков. Так что так, поехали. Так, друзья, ну смотрите, готово, да? Я набил. В принципе, процесс весь занимает, сколько меня? Минут, наверное, 20 занял. Измельчение, по сути, на кусочки порубил, забил и все. Отметить хотел, говяжьи круга. У них есть своеобразный запах. Если к запахам чувствительны, не используйте. Используйте коллагеновую, фиброзную, любые другие искусственные оболочки. Потому что многим людям, скажем так, 30% людей точно запах кругов не нравится, как и синюги бараньей. Поэтому аккуратненько. При копчении, естественно, любые привкусы, ароматы эти оболочки улетучиваются, но есть, скажем так, статистика. Статистика, что круга части людей не нравится. Мне они лично очень нравятся. Чем? Калибр, да? Калибр где-то 60-й примерно, да, видите? Рисуночек красивый. Идеально прилегает к оболочке. Идеально будет вместе с ней вялиться. А после увяливания где-то она где-то процентов на 30 уменьшится в диаметре, где-то будет 40-45, вот такого, до 50-го калибра. Мне она очень нравится. И, скажем так, от запаха там останутся мелкие следы, которые, собственно, не почувствуешь. Вот, сейчас их нужно что сделать дальше? Сейчас немножко проветрю я их, чтобы, когда круга замачиваешь, они набухают сильно. Вот, чтобы эта влага из оболочки ушла. И потом на вяление в холодильник, где-то на недельку примерно. Просто не на вяление, а на осадку в холодильник, на просаливание, и осадку, да, уплотнение. А уже потом на вяление. Вяление при 75% влажности, не меньше 75% влажности. До потери веса примерно, где-то на 30% потеряет, можно есть. Где-то через месяц мы ее с вами попробуем. Ориентировочно я буду взвешивать, каждый батончик взвешу, подпишу вес и будем ориентироваться по весу. Нормальная скорость вяления примерно 1% в день потери веса. Да? Через 30 дней мы должны потерять расчетные наши 30% и можно кушать. 75% влажности как получить в воздухе? Достаточно сухо в воздухе. Холодильник, вентилятор и рассол. Вот у нас там в каком-то из роликов на нашем канале было описание климакамеры, климатической камеры для вяления. Да? Вот рассол позволяет в небольшом объеме маленького холодильника получить 75% влажности. Именно не соль с водой, а рассол. Где-то вот на сантиметр, на палец точно вверх. Над солью должна быть вода. Вот так. И вентилятор. Колбаса будет висеть, возможно, она заплесневеет, это тоже нормально, потому что у меня в холодильнике живет благородная белая плесень, которая называется Mold 600, она у нас тоже продается, да. Это не беда, заплесневеет, такой легкий аромат грибов появится, ничего страшного. Так что поехали на вяление, через месяц мы с вами увидимся. Друзья, пришло время попробовать нашу конскую вяленую колбасу, да? Вот как ее называть? Козы, козылык? Я честно не знаю. Вот, есть национальные, видимо, названия какие-то. Кто-то спорит даже на самом деле, говорится козы, вот такая колбаса не может называться козылык. Я не разбираюсь. Поэтому я просто сделал классическую вяленую колбасу из конины, да? С классическими специями. Черный перец и чеснок.
Все остальное, вот эти вот по специям нюансы, по там, способам сушки, вяления, это все нюансы. И мне кажется, чем проще, тем лучше, да. И в наших роликах мы же говорим, я говорю постоянно про простоту, а вот эти все тонкости, которые вы там, люди там разных национальностей говорят как отличительные признаки, она должна быть такая. Ну, лично я считаю, что это все-таки тонкости, и их мы можем немножко в сторону. Может быть, я не прав, неважно. Значит, смотрите, нюанс какой расскажу. Это оболочка говяжьей круга. Да? Мы набивали ее, она у нас калибром была 55 примерно. Вот она настолько усохла. Видите, увялилась. Не усохла, а увялилась. Потому что колбаса не сухая, а вяленая. То есть она достаточно еще достаточно влажная, но в то же время она потеряла примерно процентов 40-50 своего диаметра. Да? Если вы колбасу стали сушить, то она у вас в диаметре останется та же самая, а изнутри ее разорвет дырками, да? И внутри батона будут пустоты. Поэтому в колбасах, ну, таких народных, вот там, ну, суджук, например, да, его же сушат, не вялят, да, его вывешивают просто на сквозняк, да, и потом уже спрессовывают для того, чтобы эти полости, пустоты внутри, разрывающегося фарша, да, он же присыхает изнутри к наружу, ну, к верхним слоям батона. Вот. Чтобы его сплющить, компенсировать, его просто сплющу, поэтому плющенные батончики получаются. Это вяленая колбаса. Я слышал, что некоторые, в некоторых татарских селах козы делают в зерне, вялят. Ну, да, именно вялят, по сути. В принципе, я думаю, что есть в этом какое-то разумное зерно, потому что разумное зерно в зерне, да? Закопав батоны в слой зерна, ну, как зерна, по сути, мы медленно отводим влагу. Зерно медленно забирает влагу, да, близлежащие слои медленно забирают влагу из батона. И не получается жесткой вот этой корочки закаливания, да, пересыхания, пересохшей. И батончики равномерно увяливаются. И они это долго делают, да. А как мы знаем, чем дольше колбаса вялится, не сушится, а именно вялится, тем больше вкуса в ней появляется. И чем дольше она остается влажной, тем больше вкуса появляется. Да? Так что так. И второй момент. Вот эта колбаса я переделал еще месяц назад на наших мастер-классах в Санкт-Петербурге. Я сделал ее для подстраховки, потому что, эта колбаса, понятно, вялилась у меня в Москве, в климакамере. А эта колбаса в оболочке iCell. Вот iCell, именно эти батончики вялились в обычном моем домашнем холодильнике. То есть я не создавал какой-то специальной влажности. И именно эта оболочка iCell, полимерная, искусственная оболочка, позволяет закрыть глаза на жесткое соблюдение влажности при вялении колбас. То есть здесь я обязан обеспечить 75% влажности, не ниже. Если будет ниже, это автоматически брак. Закал и брак. Вот, то здесь в iCell я вообще по-русски говоря не парюсь. Вот набил, хорошо, главное притянуть ее, утянуть, да, чтобы, если ты плохо утянешь, то вот эти вот морщиночки, которые на хорошо утянутом батоне равномерно обжимают усыхающий слой фарша, да, мяса, то если ты плохо затянул, то они просто отслоятся, и батончик будет болтаться в этой оболочке внутри. Оболочка отслоится. Поэтому сильно-сильно утягивать. Вот это самый главный нюанс этой оболочки. Сильно утягиваем, кладем в холодильник, просто холодильник, плюс 2, плюс 6, там, плюс 8 градусов, и забываем на месяц, на 2, на 3. Она настолько медленно пропускает сквозь себя влагу, да, из фарша, что в принципе ей не важно, какая влажность внутри. Это нюанс, и именно для начинающих сыровяльщиков, да, начинающих колбасников, я бы ее рекомендовал. И именно поэтому я ввел ее в ассортимент. Для начинающих, для упрощения, для облегчения высоких требований к влажности воздуха в обычных колбасах вяленых. Да? Так что так. То есть вариантов два у вас при повторе этого рецепта. Либо вы сушите, набиваете в натуральную оболочку, там, коллагеновая, белковая оболочка, там, белказин кто-то ее называет, либо там круга говяжьи, синюга баранья, подходящего калибра, такого там 50-60 миллиметров, и создаете влажность 75%, и медленно-медленно вы ее вялите. Либо забиваете в оболочку iCell, она тоже разных калибров бывает, закидываете просто в холодильник,
не думайте о влажности, и она сама собой все делает. Ну, варианты такие. Ну, либо получаете брак в виде засохшей колбасы, вы ее приплющите немножечко, тоже вкусно, но не так вкусно, как вот здесь. Так что да, насчет вкуса давайте попробуем, что получилось. Нарезать все-таки нужно либо тоненькими полосочками, чтобы вот этих вот пор не было, ну, дырочек между кусочками, либо часть фарша распускать на мясорубке на потоньше. Но тут есть прям нюанс, ну, важный нюанс. Конский жир, он легкоплавкий. И если вы его перетираете на мясорубке, ну, если он будет теплым при измельчении, то вы получите автоматически такой жир в виде масла. Это масло смажет все кусочки изнутри, и у вас уже ничего не получится. То есть такая, кусочки, ну, во фри получится, да, кусочки в масле. Ну, не фри, ну, так скажем, как картошка фри. Вот. Поэтому я думаю, что вот именно из-за этого татарские колбасы из конины делаются в виде, ну, из большого куска. Ну что, попробуем, что получилось. Из специй здесь только черный перец и чеснок. Ну, пока это классика, да? То, что я знаю. Ну, возможно, придется что-то доработать. Аромат конины, ну, есть у нее запах свой. Кислинка. Чеснок. Конина отличается высоким содержанием миоглобина, и из-за этого вкус получается такой немножко металлический, да? Ну, жесткий, жестковатый. В принципе, да. Вот такую примерно колбасу, ну, где-то на 80%, я кушал в Татарстане, когда ездил туда, ну, в командировке, достаточно часто. Года 3 туда катался. Да. Очень вкусно. И аромат тот самый. Мне нравится. Давайте попробуем еще вот эту айцел, что у нас получилось. Но здесь я больше жира положил в рецептуру, ну, именно конского жира. Видите, он уже плавится при комнатной температуре, хотя колбаса из холодильника. И именно из-за того, что он легко плавится, он легко и окисает, да, ну, прогоркает, так сейчас еще скажем. Вот чем больше жира в рецептуре, тем вкус насыщеннее. Да? Ну, сами знаете, да? Что у нас является переносчиком вкуса в пище? Это жир. Ну, аккумулятор, переносчик вкуса. Да? Чем жирнее, тем интересней. Ну, на просвет она уже просвечивается, то есть сырье уже созрело, фарш, мясное волокно разрушилось почти что, да? Ферментировалось. И вот эти мышечные волокна, они частично растворились, поэтому стали прозрачными, да? Ну, тут бы я еще где-то недельки 2-3 подержал на созревание, потому что она, ну, не совсем готова по вкусу. Ну, то есть не такая вяленая по вкусу, как вот эта. То есть ферментация имеет большое значение, да? Этой колбасе месяц, а этой колбасе 2 месяца. 2 месяца при плюс там 9, плюс 12 градусах и влажности не ниже 75%. Она гораздо ароматнее. Здесь жир уже начал частично закисать, я это чувствую, ну, слышу. Это лучше гораздо. Меньше жира, меньше вкуса, но больше более правильный вкус, так скажем. Вот это гораздо интереснее, чем в айцеле. Понятно, что в айцеле она всего лишь месяц созревает, и ей бы еще полежать месяц, чтобы догнать по вкусу вот эту колбасу. В общем, попробуйте. Мне нравится, но я думаю, что я вкус немножко доработаю. У нас появится смесь для козы, ну, смесь специй для козы.
где будет немножко поярче. Черный перец и чеснок — это немножко пустовато, есть провал во вкусе. Ну, все в ваших руках, все на ваших глазах, да? Тут ничего не скрываем, все перед вами. Попробуйте, и у вас все получится.